Итак, вяжем донышко 15 на 12, прямоугольная, практически квадрат, тем не менее, немного отличаются длины сторон. Так, здесь у меня 3 сантиметра. Так, я набрала 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Воздушная петля подъема. И для донышка возьмем, провяжем вот эту перемычку с обратной стороны цепочки. Схему я прикреплю отдельно. Возможно, у вас уже есть сохраненные схемы. Ничего в ней нового нет. Внимательно по схеме двигайтесь до необходимой ширины. Так, хвостик я убираю. Последнюю петельку провязываю 3 столбика. 1 провязали, 2 и 3. Подробно останавливаться на вязании донышка я не буду. Это нужно отдельно записывать целое видео. Мне хочется дальше перейти к следующему процессу вязания сумочки, поэтому сохраните схемку и спокойно, своей скоростью, не спеша, не пропустив ни одной петельки, все провязываем как по схеме. Так, по второй стороне провязали 5 столбиков, дошли до первой петельки, провязываем сюда еще одну, вернее, столбик. Итого сюда провязано 2, а должно быть провязано 3. И еще 1. Первый столбик, соединительная петля, соединительный столбик. Закрываем ряд. Петля подъема. В первый столбик мы провязываем 3 столбика. 1 по этой стороне, второй на уголки пойдет, 3 вот эту сторону формируем. Ой, накид сделал. Далее идем до последнего столбика. Вот у нас в одной петле 3 петли, 3 столбика, 1, 2, 3. До этого столбика идем 1, 2, 3, 4. 4 столбика провязываем. 1, 2, 3, 4. Эту последнюю петлю снова делаем прибавку из 3 столбиков. В петлю на повороте провязываем 1 столбик. Следующую петлю угловые, уголки мы формируем, угловые 3 столбика. Далее снова 4. 1, 2, 3, 4. Следующую петлю снова 3. 1, 2, 3. Последний столбик. 1 столбик без накида. Ряд на этом закончился. Мы делаем первый столбик соединения
соединительной петлей. Вот что у нас получилось. Снова петля подъема. Вот у нас 3 столбика выходят из одной петли. Посерединке в этой троице это угловые столбики. Это ориентир. 1, 1, 2, 3. Серединка это угловой. В эти серединки мы все время добавляем 3 столбика. Значит, у нас сейчас не серединка, а обычный столбик. Мы провязываем просто 1 столбик без накида. Далее у нас серединка из 3 столбиков. Провяжем в нее 3 столбика. Далее не пропускаем ни одного столбика. Идем до следующей нашей троицы. 1, 2, 3, 4, 5. И вот она наша троица. В первый столбик привязываем просто 1 столбик. 6. То по этой стороне провязали 6. В серединку провязываем 3 столбика. Далее идем до следующей троицы. Вот они, 1, 2, 3. Значит, в третьей троице столбик провязываем 1 столбик. Посерединке у нас провязывается 1 столбик. И следующий столбик из троицы первый провязываем 1 столбик. В серединку вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Идем по этой стороне к нашей троице. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 1 столбику. Всего 6. 3, 4, 5, 6. Все, серединка. 3 столбика. 1, 2, 3. Следующие столбики по 1 столбику. Их всего осталось на этой стороне 2 столбика. Далее петля подъема. Ряд закончился. Поэтому мы делаем соединение. По этому принципу мы идем до нужной ширины. Так, донышко готово. Я здесь заканчиваю, но пока оставлю петельку, зафиксирую, чтобы она не выскочила. Можете отрезать. Так, этот хвостик мы отрезаем. И теперь смотрим, как мы дальше будем вязать наш узор. 12 рядов я провязала. Смотрим, где наши группы из 3 столбиков. От центрального столбика, то есть, да, вот из 3 по центру 1 столбик находим. И здесь, соответственно, 1, 2, 3, вот 1 в центре. Между ними 26 столбиков, включая эти угловые 28. То количество, которое мне нужно для моего узора. По этим краям у меня будут кромочные идти столбики. Соответственно, я захожу сюда крючочком, оставляю немножко хвостик, фиксирую петельку и провязываю 2 воздушные петли. Итак, следующую петлю я пропускаю, делаю накид и во второй столбик провязываю полустолбик с накидом, но немножко другой. Делаю накид на крючок, провязываю первую петлю и затем провязываю все 3 петли на крючке. Вот такой столбик получился. Снова накид. Смотрим где наш столбик внизу, и провязываю в раскол такой же столбик, полустолбик с накидом. Вот что у нас получилось.
Далее повторяем. Одну петлю пропускаем, просто за верхние 2 половинки провязываем удлиненный полустолбик с накидом. Далее на шаг назад, пропущенный столбик заходим в раскол, провязываем удлиненный полустолбик с накидом. Еще раз. Это первый ряд узора. Вяжем до конца. Дошли до конца ряда. В угловую нашу из 3 петель провязываем такой же полустолбик с одним накидом. 2 воздушные петли, по желанию можно сделать 3, и поворачиваем наше вязание. Переходим на второй ряд, и все последующее у нас вязание будет повторяться. Так, снова пропускаем. Так, это откуда выходит столбик с воздушными петлями. Один столбик пропускаем, а второй провязываем. При этом захватываем вот эти 2 половинки. Не уходим сюда, а вот эти 2 половинки. Вот так. Один столбик. Второй столбик нам нужно провязать в раскол. Делаем накид. Смотрим, вот наш столбик. Вот здесь в верхушке. Ищем у него ножки. Да, и вот у нас выходит крючок в раскол. Вытягиваем хорошенько первую петлю, провязываем ее. Постоянно делаем натяжение. Провязываем все 3 петли, чтобы у нас здесь ничего не расслабилось. Столбик пропускаем за вот эти вот передние половинки. Провязываем удлиненный столбик с накидом, полустолбик. Далее снова верхушка, вот сюда в верхушечку делаем прокол, и вот под шляпкой немножко здесь может быть плотно, поэтому не спешите. Протянули столбик, снова накид под обе передние половинки. Все подтягиваем, но не затягиваем, иначе нам потом сложно сделать этот раскол верхушки нашего столбика. Вот что у нас получается. Следите, чтобы это наша лицевая сторона, чтобы здесь были не расслабленные петли. Таким образом мы идем, поднимаемся наверх. Всего можно провязать 9, можно 10 рядов. Делаем это самостоятельно. Да, еще один момент, когда мы дойдем до конца, провязали сюда еще одну пару, провязываем кромочный столбик, тот же столбик, полустолбик с накидом, но заводим не за воздушную петлю, а под сам столбик. То есть зашли сюда, провязали прямо под столбик. Итак, вот что у меня получилось. Донышко, лицо. Я связала узор с одной стороны, присоединила точно так же на вторую половинку ниточку, связала вторую сторону сумочки. То есть вот у нас как это должно выглядеть. Теперь мы сделаем обвязку, приблизительно 5 рядов. И поскольку у нас вот на донышке есть уже шов, предлагаю здесь этот шов и оставить. То есть, соответственно, на донышке можно было оставить ниточку из моточка и из нового мотка начинать узор. Но это не такая большая ошибка. И вот прямо в эту петельку я присоединюсь новой ниточкой. Так. Так, вот от узора ниточку, кончик будем здесь вывязывать. Здесь 2 ниточки. Начинаем с воздушной петли и аккуратненько
каждую петлю, то есть первую же петлю провязываем столбик без накида. Подтянуть нужно все ниточки. Кончики связываем. Вот мы подошли к концу нашей стороны нашего донышка. Вот первый столбик, первая петля, куда у нас была вставлена ниточка и провязан с этой петли узор. Итак, я начала уже второй ряд обвязки. Подходим к нашему уголку. Куда мы снова будем провязывать 3 столбика. Вот один, да, вот они по краям. Посерединке у нас здесь 3 столбика. Один столбик у нас посерединке, но у нас, вот, будем говорить, что будем считать, что он относится к группе из 3 столбиков, как у нас вот шли здесь на уголках 3 столбика в одну петлю. Поэтому мы доходим до этого центрального столбика и в него провязываем 3 столбика без накида. Остальные все столбики, вот мы провязали 2, теперь идем 3. Остальные все столбики мы должны провязать по одному разу, то есть по одному столбику без накида. То есть не пропустить следующий столбик, провязать и так до следующего уголка. На другом уголке мы тоже, вот наши 2 столбика с одной стороны, 2 столбика с другой стороны, посерединке вот этот столбик мы провяжем снова группу из 3 столбиков без накида. Так они у нас формируют уголок. Далее вы смотрите, хотите шире, значит еще добавляйте ряд, если также устраивает ширина в 4 ряда обвязки, тогда останавливаемся на этом варианте и заканчиваем нашу деталь сумки. Итак, вот моя обвязка. Я уже сделала одну боковую сторону
Несколько раз ее присоединяла, искала, с какой стороны и какой вообще шов делать. Была идея, чтобы это сделать внутри, но мне не понравилось, как это выглядело с лицевой стороны. Здесь у меня обвязка соединительными столбиками. Пока я остановлюсь на этом варианте. В виде трапеции сделала, потому как если прямоугольником, то очень большая здесь складка образовалась, что мне не понравилось, поэтому я предлагаю сделать тоже такой трапеции. И сделаем мы это вместе. Что я сделала? Сразу разметку, сколько у меня должно быть в наборной цепочке петель. Я определила количество 23. По последнему прибавлению из 3 столбиков, смотрим на донышке, я ориентируюсь на крайний 3 столбик. Просто поднимаюсь вверх. То же самое делаю с другой стороны. Просто поднимаюсь вверх. Включая эти петли, просчитать нужно, сколько здесь столбиков. Такая у нас будет наборная цепочка. Далее будет идти вязка из полустолбиков с накидом. Соответственно, они у нас соединяются. 2 столбика без накида обвязывается 1 столбик, полустолбик с накидом. Поэтому здесь у меня до серединки включительно, вот эта серединка из 3 столбиков, получается 23. Это нечетно. Ну, я еще захватываю последние, всего 24 петли нужно для обвязки. А рядов я вяжу 12. Набираем 23 воздушные петли. Набираем самостоятельно. Итак, 23 воздушные петли набрали, 2 петли подъема. В третью, вот 1, 2, 3, третью петлю мы будем делать столбик, полустолбик с накидом. Для этого я немножко переворачиваю цепочку и буду делать в столбик, вязать вот за вот эти перемычки внутренние. Первый столбик, второй, и так до конца 23 столбика. Так, 23 столбика провязаны, 2 петли подъема. В следующем ряду мы сделаем убавку. Обычную убавку в первую петлю, откуда выходит цепочка, вытянули петлю, ныряем в следующую, вытянули. Вот столько у нас петель на крючке, все их провязали одним махом. Сократили одну петлю, идем в конец, где проделаем то же самое с 2 петлями, провяжем из них 1 столбик. В конце то же самое, накид, первый столбик, во второй провязали. В ряду 21 столбик, 2 петли подъема. И теперь вяжем 3 ряда поворотных без прибавок, без убавок. 3 ряда провязали. Мы сейчас на лицевой стороне провязали лицевой ряд и далее сворачиваемся на изнаночную сторону и делаем еще 1 ряд с убавками. Как видите, убавки я делаю по изнаночной стороне, то есть с изнаночного ряда. Все по тому же принципу. Теперь у нас в ряду получается 19 столбиков. В конце этого ряда не забываем сделать еще одну убавку. И далее мы продолжаем вязать нашу трапецию. Итак, трапецию довязали, 12 рядов. Хвостик не отрезаем. Берем нашу деталь лицом к себе. И теперь нам нужно... Так, мы закончили изнаночным рядом. Проверяем. Здесь изнаночный, здесь изнаночный. К себе хвостик и к себе верхушку нашей сумки.
Смотрим угловую нашу прибавку из 3 столбиков. Первый, второй, третий. Вот ближе, который к вам. Вставляем крючок, протягиваем туда петельку, делаем воздушную петлю, пусть это будет первый наш столбик. Далее идем следующий столбик, снова под первый ряд провязываем, выскочила, соединительный столбик. Так, далее следующий. И теперь смотрим. Да, вот мы можем зайти за крайний столбик, провязать соединительный столбик. То есть каждый ряд у нас по 2 петли. То есть вот эта вот подъемная петля у нас относится к первому ряду, второй соединительный столбик тоже. И сейчас мы спустились на второй ряд. Идем дальше. Вот мы на втором ряду. Если мы снова сюда за крайний столбик будем провязывать соединительный столбик, то наша ниточка в итоге здесь выскочит, и соединение не получится. Поэтому я предлагаю столбик без накида зайти в вершинку, подхватить рабочую ниточку и как бы частично в воздухе провязать вот здесь сверху, провязать как бы соединение. Да, здесь мы уже 2 петли провязали во втором ряду. Спускаемся ниже. Здесь мы уже сможем пройти через кромочный ряд, подхватить и провязать соединительный. Далее снова здесь столбик без накида зашли, а в кромочный в третьем ряду мы не заходим, а подхватываем просто сверху ниточку и провязываем. Спускаемся ниже на ряд, заходим в кромочный, провязали. Теперь просто подхватываем ниточку, провязали. Дошли до маркера, соединили последний боковой ряд, сбоку ряд соединили. Теперь мы идем по донышку. Здесь мы снова идем в каждую петлю, а на боковинке мы должны зайти в крайний столбик. Проверьте, должно быть 23. То есть вот эти вот не спутать петли подъема, зайти нужно в 23 петлю, да, или первую. И здесь мы просто провязываем соединительные столбики, петля в петлю. Если вам больше нравится край из столбиков без накида, просто провязывайте каждый ряд по 2 столбика. Так, я дошла до последней вот здесь вот соединительной петли на нашем шве. Да, я подхвачу эту петельку, то мы ее спрячем и провяжем. Так. До маркера дошли, снимаем маркер, провязываем последнюю соединительную петлю, последние 2 столбика, не последний столбик по нашей нижней стороне. Переходим на боковую сторону. Так, это мы все, узелок здесь можно убрать и ниточку внутрь спрятать. И переходим на боковинку. Снова на основной части сумки идем в каждую петлю. А здесь у нас каждый ряд 2 раза нужно провязать соединительными столбиками.
Вот мы один соединительный столбик делаем. Второй мы зайдем, выскочим, значит мы сверху подхватываем над столбиком. Далее снова переходим на следующий ряд. Так, он у нас здесь с убавкой. Так, здесь я могу в него так зайти и выскочить ниточком, провязать. А там, где выскакивает, я просто сверху беру ниточку рабочую. Так я дошла до конца. Вот у меня опять группа из 3 столбиков. Мы с одной стороны мы захватывали крайний 3-й столбик. Начинали с него, значит, с ним заканчиваем. Так, один я столбик уже провязала в последний ряд. И еще захватываю этот 3-й столбик. И просто сверху ниточку подхватываю. Внимательно просто следим, что каждый ряд мы провязываем 2 раза. Вот у нас уже получилась вот такая сумочка. Вот здесь еще хорошенько отпарить, все выровнять нужно. Теперь нам нужно сделать 2 маленькие ручки. Вот такую ручку тоненькую я связала. Как раз ниточки хватило. Здесь у меня 47 рядов. Вот таким образом это будет выглядеть. Я еще посмотрю, буду я ее сшивать или нет. Сейчас покажу. Но прежде я хотела еще предложить сделать обвязку верхнего края столбиками соединительными. Да? Пока не убирать нашу ниточку. Вот так пройтись по краю. Немного укрепив край и заодно немножко здесь аккуратнее сделаю край. Так, я сделала обвязку. Так, аккуратно у нас все получилось. Все это потом еще отпарится, будет еще красивее. И мы можем спокойно отрезать нашу ниточку, вести ее на изнаночную сторону. Да, мы захватим. Петельку сформируем. Теперь вяжем нашу ручку. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Если нужно пошире, конечно, можно набрать 7, например. Петля подъема. Так. И за внутреннюю перемычку провязываем 5 столбиков. И чтобы край был у нас ровный, мы в первую петлю, вот как обычно, мы не провязываем столбик, считаем петлю подъема за столбик. Поэтому считаем 1, 2, 3, 4 и 5. Снова повторяем. Первый пропускаем, считаем за столбик петлю подъема, вяжем второй столбик, 2, 3, 4 и вот в этот столбик подъема 5 столбик провязываем. Итак, вот что у меня получилось. Я все отпарила, ручки отпарены, и вот как видно, можно оставить вот такую вот плоскую ручку, или можно вот так вот ее соединить. Здесь я оставила по 6 рядов с обеих сторон не соединенных, потом ряд в ряд, петля в петлю, просто иголочкой провязала. Вот вариант ручки теперь выбираете самостоятельно. Я оставлю вот такой вот маленький аккуратный вариант, чтобы она не перекручивалась.
Далее я буду еще укреплять донышко и вшивать кармашек на молнии внутренний. Вот таким образом. Хотите, сделайте подкладочку. Приблизительно так это будет выглядеть. Но это уже швейная история. Это уже не со мной. Я показываю, как связать. Все остальное это по желанию, по вашему умению. Как вам хочется, так уже и продолжаете дальше работу. Все, что у нас где-то торчит, все мы прячем, все ниточки спрятать. И в любом удобном для вас месте внутри аккуратненько пришить иголочкой ручки. Вот и все. Продолжение вы уже сделаете самостоятельно. В готовом виде я покажу эту сумочку на моем канале в Instagram. Надеюсь, вам идея понравилась. Рекомендую укрепить донышко, чтобы, особенно если побольше сумочка, чтобы ничего у вас не проваливалось, не меняло форму. Спасибо, что оставаетесь со мной, что вяжете со мной, что подписываетесь, ставите лайки. И до новых встреч!